Трансляция идет. Уже можно говорить, да? Нет, но уже можно. Добрый вечер, уважаемые дамы, господа, коллеги, друзья. Мы приветствуем вас на прямом эфире, в котором расскажем сегодня о диагностике 21 века. Что мы имели в виду в этом названии? Мы, конечно, имели в виду наш прибор биопульсар. Прибор биопульсар-рефлексограф – удивительный прибор, с которым мы работаем уже около 10 лет. Это прибор, который изобретен Мартиной Грубер, профессором университета Германии. Это прибор производства Германии. Он сертифицирован как медицинский прибор в 2008 году Всемирной организации здравоохранения. Это профессиональный прибор. Прибор используется в Германии, Швейцарии и Австрии как медицинский прибор во всех клиниках, аптеках, в домах инвалидов, в детских лечебных учреждениях. Особенность этого прибора заключается в том, что сейчас жизнь настолько многогранна, настолько информационно насыщена, что человек не успевает даже за информацией, которую он получает каждый день. Люди работают, люди мечтают путешествовать, люди полностью заняты, каждая минута их рабочего дня занята. И на сегодняшний день вот именно прибор биопульсар дает уникальную возможность быстро, без всяких затрат, получить абсолютно четкую информацию о своем здоровье. И это может быть прибор биопульсар-рефлексограф. У него много возможностей. Мы сегодня поговорим немного только о некоторых возможностях этого прибора. Прибор разработан на основе теории акупунктуры. Теория очень древняя, неизвестно даже в каком тысячелетии она была создана. Вы посмотрите, вот прибор биопульсар показывает Наталья. Сегодня участвует в нашем эфире, я вижу, это Белгород, это Ростов-на-Дону, ну и, наверное, в соцсетях участвуют другие города с нами. Сейчас я вам расскажу о том, какие же все-таки возможности у этого прибора. Возможность этого прибора заключается в следующем, что мы можем за 1 минуту узнать состояние работы 43 органов. Сейчас я вам это продемонстрирую, но перед этим я хотела бы вам сказать. Сейчас, если мы пойдем куда-то обследоваться, врач по стандартам нам дает целый комплекс различных анализов, затем УЗИ, затем мы должны или томографию сделать, или еще что-то, какие-то исследования провести. В сумме обследование первоначальное, чтобы прийти к врачу, и он смог поставить диагноз, будет стоить около 10-15, а может быть даже и более 1000 рублей. Прибор биопульсар дает возможность именно увидеть, куда идти, к какому врачу, какое исследование сделать, чтобы не делать вот этот целый перечень исследований. И самое главное, мы должны понимать, что основа вот эта акупунктура, что это такое? Это рефлексогенные зоны, которые у нас находятся на ладошке, на ухе и на стопе. Они дают информацию о работе каждого органа. Вот вы видите на приборе, показывает Наталья, там точки, которые дают нам информацию. И сейчас я вам покажу, как это делается. Значит, в отличие
от всего остального в медицине мы имеем возможность просто, помыв руки, у меня они чистые, сейчас я помою, затем снять украшения, я снимаю украшения. Сейчас я включу демонстрацию экрана. Вот. Вы видите, да? И проведу измерения. Для того, чтобы измерение именно с какой энергией работают органы. Сейчас мы с вами это посмотрим на графиках и увидим. Так. Я кладу руки. Все, графики пошли. Мы с вами сейчас измеряем, с какой энергией работают у меня мои органы здесь и сейчас в режиме онлайн. Останавливаю приборчик. А теперь вот эта информация обрабатывает компьютер. Сервер находится в Австрии, где даются программы врачей-практиков по изменению, если какие-то сейчас выявляются изменения в органе, мы смотрим. И благодаря этим программам мы приводим в нормальное состояние работу нашего, в данном случае, моей системы. И что я еще хочу сказать? О, прекрасная аура. Вы видите, вот здесь это аура, которая показывает, в каком на сегодняшний день, вот сейчас состоянии находится моя вся система. Замечательно находится. То есть в норме вся система должна быть бирюзово-зеленого цвета. Вот она у меня вся бирюзово-зеленого цвета. То есть сейчас гармонично работают все органы. Если мы посмотрим на графике, то мы видим зеленая черта, которая показывает, с какой энергией должен работать орган. У меня очень даже вот единственное, видите, поджелудочная железа. Поджелудочная железа, она работает в повышенном режиме. И вот если будет вот этот орган работать постоянно в повышенном режиме, это приведет впоследствии к болезни. Таким образом, и так можно рассматривать и систему органов, по 6 системам, сердечно-сосудистая, опорно-двигательная и так далее. А также мы можем просто отдельно рассмотреть каждый орган. В середине вы видите, вот именно здесь это показаны вопросы, которые можно задать клиенту, и какие продукты мы используем для решения различных задач, которые мы видим на этих графиках. Сейчас я уберу эти графики. Вот мы убираем их и продолжим дальнейшее изучение данного материала. Вот. Что я хотела бы еще сказать? Прибор показывает, как вы видели уже, и энергетическое состояние всей системы, и работу органов. И самое главное, надо понимать, что мы можем сразу, вот мгновенно узнать, в каком органе есть проблема, какому органу нужна помощь, с чего я начала в начале. И затем, если это серьезные изменения, мы сдаем именно направленно анализы на данный орган. Допустим, сердце, мы сдаем кардиограмму, допустим, биохимию крови, и уже конкретно мы идем к кардиологу, к специалисту, который назначает нам лечение, если оно требуется. А если мы начинаем, допустим, орган, вот как у меня поджелудочная железа, и немножечко повышена,
Это говорит о том, что я могу взять растительные продукты, пропить, и затем через 2-3 недели снова посмотреть на приборе, энергия пришла в порядок, и мне можно не идти к врачу. Вот таким образом мы можем полностью сохранить свое здоровье и приумножить потенциал здоровья. То есть прибор биопульсар показывает, что на сегодняшний день творится в организме, что мы можем приумножить здоровье, и то, что мы можем сохранить это здоровье и быть всегда здоровыми благодаря прибору биопульсар рефлексограф. Я, конечно, еще хотела бы поговорить о меридианах. Мы сегодня в следующую передачу, прямой эфир, построим именно более подробные такие по меридианам, по биологическим часам, потому что это очень большие темы. Мы хотели затронуть это и в этом эфире, но в связи с тем, что у нас очень хорошие будут практические результаты, которые нам расскажет Наталья из Ростова-на-Дону, я просто расскажу коротко, что такое меридианы, потому что они у нас в нашем организме играют очень-очень большую роль. Меридиан – это энергетическое русло, по которому направляется энергетический поток, который мы, вот, кстати, измеряем и на биопульсаре. Система меридианов в нашем теле находится система органов и система меридианов. Система органов, она снабжается кровью, кровеносная система, она снабжает все органы питательными веществами, электролитами, гормонами, а также вот кислородом. Органы освобождают эти продукты обмена. Это система органов. А вот система, которая называется система меридианов, она невидимая система. И очень сложно нам это понять, но она существует. Это давно существующая, утвержденная ВОЗ. Вот это, кстати, система акупунктуры, она утверждена европейскими учеными уже давно и работают с ней. Причем система акупунктуры, она в 300 заболеваниях используется именно лечение именно рефлексогенных зон. Поэтому, значит, вот эта система меридианов, она невидимая, но она очень важна, снабжающая органы жизненной силой, то есть энергией. Система меридианов снабжает все органы именно энергией. Вот это мы должны понимать. Но самое главное, очень сильно влияет наше состояние на эту систему. Система, например, вот если человек в грусти, он печален, он негативен, ему все не нравится, он вообще все плохо. Что делается с системой, с этой энергетической? Блокируется поток энергии. Блокируется полностью поток энергии к данному органу. Какое в это время работает. Причем меридианы, они переходят из одного органа в другой. Существует 12 меридианов, о которых мы поговорим в следующем эфире. И вот они между собой взаимосвязаны. Причем меридиан работает 2 часа активно. Через 12 часов он абсолютно спокойный, тихий, минимальная активность. Но меридианы вот эти энергетические, они друг в друга входят, выходят и таким образом снабжают нас энергией. То есть наши органы именно работают таким образом. И вот когда человек в грусти, вот это все блокируется. За счет этого получается, что нарушаются функции органа. И вот вы знаете, когда приходят на биопульсар люди с негативным, ну, такие вот, знаете, негативные, совершенно вот они абсолютно никакие. Когда смотришь графики, везде идут блоки, везде, совершенно. То есть и легкие болят, и желудок болит,
все болит у человека. И когда с ним начинаешь говорить, он говорит, анализы все нормальные, а я, говорит, себя чувствую плохо. А это все вот именно идет изначально из этого. Дальше. Что я хотела еще сказать, что у нас вот эта система меридианов, она показана на графике, ну, мне придется еще раз, часиками. У нас желтые часики выходят, и где, ну, давайте я, наверное, сейчас еще, Наталья, Да. Будут графики, там будут представлены часики? Нет, часики нет, часики нет. Ну, может быть, где-то на каком-то там снимке. Я тебе еще на флешку. Хорошо. И когда мы делаем измерения на биопульсаре, вот эти работу органов представлены такие круглые желтые часики. Эти желтые часики, сейчас, если останется время, я вам, конечно, покажу, как мы видим на графиках именно активность органа на данный период времени, в данный момент. И, конечно, я еще бы хотела, знаете, небольшой пример привести про поводу меридиана. Меридиан легких и толстой кишки отвечает за строение кожи и волосяного покрова. И вот если у нас нарушение, ну, мы видим, что в легких, в толстой кишке график не соответствует тому уровню энергии, который необходим. А человек пришел просто, у него выпадают волосы. Значит, мы уже начинаем эту проблему решать с этих органов. Легкие и толстый кишечник. Вот такой вот небольшой пример. Особенно вот очень сильно на этот меридиан влияет депрессия. И вы знаете, вот когда человек в депрессии, вот именно, и отсюда вот все начинается. И когда смотришь графики, вот именно графики легких и толстого кишечника говорят об этом. А что касается меридиана сердца и тонкой кишки, он отвечает за строение кровеносных сосудов. Нарушения могут приводить к заболеваниям сердца, сердечно-сосудистой системы, а также заболеваниям тонкого кишечника, а также нарушение вкуса. Вот, кстати, нарушение вкуса сейчас очень у многих после вот этих вот всяких инфекционных заболеваний, с которыми мы еще не справились, как говорится, вся наша страна. И поэтому вот это нарушение мы можем посмотреть тоже в состоянии меридиана сердца и тонкого кишечника, когда придут больные, которые проболели особенно вот этим вот ковидом. И сейчас об этом, кстати, о результатах расскажет нам Наталья. Ростов-на-Дону. Наташенька, я передаю слово. Лидия, тут вопросы поступали, насколько я вот заметила. Поэтому на них надо бы ответить. Можно Игорь? я уйду, не буду мешать? Потрясающе. Где можно пройти такую процедуру? Дать их поддержку, слушайте, что хотите. Вот вопрос. Есть ли документы на этот прибор, и где его еще использовать? Да, официальные документы есть, сертификат у каждого специалиста есть на работу этого прибора. Стоимость этого измерения 7 франков. На сегодняшний день это 800 рублей. Вот Наталья вам показывает сертификаты, мы все имеем этот документ, потому что, работая, даже мы переезжаем за границу или куда-то, работаем с прибором, на таможне нас спрашивают, что это за прибор, потому что здесь золото 24 карата, и вот эти платы, они очень дорогие, они, естественно, задают нам... У меня был такой случай, когда меня спросили, а что это за инструмент, как это такое,
Ну, и мне пришлось таможеннику сделать это определение прямо на месте, поэтому все в порядке. Но документы все у нас имеются. Это Но документы, официальные. надо сказать, что вот эта лицензия, Да, она покажите, имеется... если можно, потому что вот... Да, сейчас- лицензия получается каждым консультантом, который работает на этом приборе, да, то есть помимо документов на каждый прибор, мы имеем документ, вот такую лицензию, как на лицензированного специалиста, то есть прошедшего обучение и сдавшего экзамен определенный, да, и документ этот получен из Австрии. Здесь вот видно, да, Австрия, Вена, все, то есть он имеет международную силу, этот документ. Там не на русском. Нет, здесь не на русском, да, конечно. И вот, ну, классический вопрос, если трансляция в социальных сетях не идет, запись будет, значит, запись уже идет, трансляция в социальных сетях идет, смотрите в привычных вам местах на страничках Ольги Васильевны Шелешевой. Мы Так, можем продолжать, да? Мы можем продолжать. Наталья, ну давай, все, ответили мы вроде на вопросы. так, скажите. Ага, все. Ну, да, естественно, по обучению, вот хотелось бы тоже сказать, что обучение консультанты, которые владеют этим прибором, да, и работают с ним, обучение проходили у Мартины Грубер, да, то есть у создателя этого прибора, которая сама глубоко изучала восточную медицину, потому что в основе все-таки лежит восточная база, да, основанная на вот меридианах, да, циркадных ритмах и так далее. То есть здесь сочетание многовековой истории и опыта Востока в области медицины, акупунктуры и европейских технических возможностей, потому что прибор был создан в Германии. И здесь обследование идет в нескольких потоках таких, то есть идут графики, Лидия вот об этом говорила, графики по работе органов, да, по энергетике органов. Идет другая страничка, другое окно, это аурограмма, когда мы видим, вот Лидия тоже показывала, когда по существу те же самые графики представлены в цветовом варианте, потому что мы показываем человеку, это в режиме реального времени все происходит, все это прямо пульсирует, аура такая живая, подвижная, и человек видит в цвете, где у него норма, где гармония, где все благополучно, а где есть какие-то нарушения и на что обратить внимание. И есть еще так называемое диалоговое окно. Ну, сейчас вот техподдержка поможет, мне покажет слайды, я несколько подготовила. И вот эти диалоговые окна, они идут по каждому органу индивидуально на момент обработки данных. То есть это все сразу мы получаем, да, идет к нам информация из головного сервера вены. То есть там, если с органом вопросов нет, все нормально, в диалоговом окне мы видим оптимальная работа, да, оптимальный уровень энергии. Если есть какие-то нарушения, вот там они объясняются, фиксируются, объясняются, причем задаются вопросы, и далее идут рекомендации, что нужно человеку сделать, как можно справиться с той или иной проблемой. Вот это очень важно, то есть по существу весь цикл идет, да, вот от нуля, от исследования до обсуждения, понимания, что происходит, и выводов, и далее рекомендаций. То есть человек от нас выходит уже с готовой схемой. Причем все консультанты были обучены не просто рассказать человеку, выдать вот результат по тому или иному органу, а составить, если человек хочет, индивидуальную карту здоровья. То есть это не просто фиксирование каких-то отклонений там, да,
Вот. А составляется программа комплексная на основе вот всего комплекса этого исследования, да, 43 органов, составляется единая программа поддержания или там восстановления здоровья. И она может быть расписана как на месяц, так, скажем, и на полгода, в зависимости от каждой конкретной ситуации. Поэтому я могу сказать, что ну, на самом деле, как прибор великолепный, так и в целом, да, вот работа с этим прибором построена на то, чтобы человек получил максимальный результат по своему здоровью. Не просто вот продиагностировали и отправили неизвестно куда, а дали все рекомендации, все, что нужно делать. И в процессе, скажем, прохождения, вот восстановления, допустим, да, наши консультанты все так же ведут этого человека. И можно проходить повторные исследования, чтобы смотреть динамику. И вот сейчас я хочу привести несколько примеров из своей практики, чтобы вы посмотрели, как это бывает реально. Измерения вообще не имеют противопоказаний, здесь нет никакого облучения. Здесь можно проходить людям любого возраста. Ну, малышей на этом приборе мы не посмотрим, да, потому что ручка маленькая. Но, в принципе, уже где-то 8 лет уже можно поставить там руку и получить данные по органам. Что еще? Не требует специальной подготовки, то есть там на полный желудок, на голодный желудок. Вообще этого ничего не требуется. Можно проходить так часто, как там требуется или человеку хочется, да. То есть все это обсуждается с нашим консультантом, который работает на приборе, и в каждом городе, где есть наши представители, обычно есть те люди, которые работают с этим прибором. Работаем уже много лет, поэтому опыт большой, в квалификации специалистов вы можете не сомневаться. Игорь, вы можете включить слайды там по порядочку? Я сейчас... Я же уже включал. Еще раз? Да, первый, да, вот начинаем с первого слайда. Я сейчас подготовила материалы по двум людям, по двум клиентам в динамике. Просто случаи такие были показательные, случаи в период последнего года, когда началась вся эта эпопея с ковидом. Это люди, которые болели довольно сложно, тяжело. Первый вот человек – это человек довольно молодого, ну как среднего возраста, да, до 50 лет, женщина, которая обратилась после больницы. У нее было поражение легких, сейчас я вспомню, 40%, то есть довольно приличное поражение легких. Человек не курящий, то есть, в принципе, раньше ни пневмонии, ничего такого не было. Так. Это у нас первый слайд? Первый слайд. Угу. Так. Сейчас мне далековато, конечно, мне так сложно смотреть, потому что я с телефона. Ну, вот посмотрите, первый кадр был, да, вы увидели, что даже на ауре вот видно, во-первых, мы смотрим, конечно, головной мозг. Вот человек после, скажем, больницы, после тяжелого лечения с определенным психоэмоциональным состоянием. Если мы до этого смотрели вот вариант, который Лидия показала по себе, там было все абсолютно бирюзово-голубовато-зеленоватое, то есть все было идеально, гармонично и спокойно. Здесь это уже состояние после перенесенного стресса такого, затяжное, да, то есть человек не мог из этого выйти. Дальше мы смотрим вот белые зоны по, скажем,
меридиану, сердце, легкие там, да. Белые – это вот, если на графиках, это самые высокие такие графики, то есть это максимальная нагрузка, с которой работают органы. И здесь органы, если мы по графикам посмотрим, это, скажем, ну вот действительно максимальное напряжение, и, конечно, легкие – это воспалительный процесс, который не был ликвидирован окончательно в процессе лечения в больнице, да. Другие органы, там, скажем, пострадали в меньшей степени, но тем не менее там виден стресс по графикам, просто я не буду вдаваться в детали, но это видно как бы специалисту. Стрессовое состояние основных систем, это там и мочеполовая система, почки моментально отреагировали, и есть, конечно, прямая связь почек и сердца. Это вот по этому человеку ударило именно по данным системам, данным органам. Следующий слайд можно? Ага, вот здесь мы видим уже другую картину. Это прошло 2 месяца после первого исследования. То есть была расписана карта здоровья, конечно, вот, и человек потихонечку выходил из этого состояния. Да, до идеала здесь далеко, но мы говорим о том, что все работает мягко, все работает постепенно, и помимо скорой помощи мы должны еще и работать на постепенное восстановление организма. Здесь процесс идет, то есть высокие графики, они постепенно опускаются в среднюю зону, и мы видим, что здесь уже белого цвета нет, такие сине-фиолетовые, да, сиреневатые тона, то есть это уже стабилизация определенная идет системы, и головной мозг, он работает уже совершенно по-другому. Кстати, прошу заметить, что вот после ковида здесь была поражена именно сердечно-сосудистая система, да, и мочеполовая, почки. А вот сосуды, скажем, нижних конечностей, здесь все было в порядке. Здесь у человека не было сахарного диабета, вот этих отягчающих обстоятельств, поэтому с этой зоной все было спокойно. Следующий слайд можно? Вот работает продукция, понимаете? То есть все нормально. Дальше прошел еще месяц, мы получаем следующую картину. Здесь мы видим, значит, появились красно такие оранжевые зоны на некоторых графиках, да, и вот на ауре мы это видим. Это уже такие вылезли застойные процессы, старые процессы, которые тоже всколыхнул ковид. То есть они по существу дали себя обнаружить, получается, через несколько месяцев после перенесенного вот острого процесса. Но они не перешли в стадию острую, как бы, да, то есть они так и остались на хронике. Но мы стали на них обращать внимание вот с этого момента. Дальше, Игорь, можно? Вот. Здесь уже совершенно другая картина. То есть графики уже у нас и аурограмма постепенно нормализуется, приходит в такое адекватное, скажем, состояние. Ну, по головному мозгу это просто человек в момент прохождения исследования был в определенном эмоциональном просто состоянии. Что хочу сказать, что здесь не только использовалась, конечно, продукция там жидкая, капсулированная, таблетированная, здесь очень хорошо работали эфирные масла и лимфодренажный массаж, да, вот тоже он был, и наружно наносились там и кремы наши с эфирными маслами, и тут же делался лимфодренажный массаж, и человек этот очень быстро убрал фиброз. Очень быстро, очень хороший результат. Вот такой показательный случай. И по второму человеку тоже там интересная картина. Можно показать? Ну, там только как бы 2 фрагмента будет, да. Здесь был пожилой человек, около 70 лет. Вот, то есть уже с определенным комплексом хронических заболеваний. Кстати, ни тот, ни другой не были на аппаратах ИВЛ, они не были. Вот, но
здесь вы видите уже другая картина. То есть, как мы говорим, да, это заболевание протекает по-разному, и, скажем так, хвост вот этот, последствия или осложнения, они у всех разные. Вот эта картина тоже после больницы, по-моему, через 2 недели где-то человек ко мне попал на аппарат, да, и была вот такая нехорошая картина, скажем. То есть здесь были последствия определенные, естественно, и серьезной медикаментозной терапии, и у человека были хронические проблемы с желудочно-кишечным трактом, там, с печенью, с поджелудочной, с желудком. Мы обращали внимание на эти органы, конечно. И еще я что хочу сказать, что есть вот прямая связь по меридианам, Лидия говорила, это вот, допустим, толстый кишечник и легкие. То есть вот и в том, и в другом случае мы, конечно, все равно работали с этими системами. И вот к чему мы пришли через, сейчас скажу, через 1,5 месяца. Следующий, можно кадр? Посмотрите. А ведь это крайне пожилой человек, да, да, но здесь, Просто великолепный результат. да, здесь как бы мы работали по психосоматике, да, очень плотно. Наташенька, скажите, Да. пожалуйста, что он принимал, что такой просто идеальный результат? Ну, может быть, не идеальный результат, да. Значит, этот человек принимал, там артишок нельзя было, значит, человек принимал ультразащиту печени, вот 4 капсулы в день, принимал нигенол 3 капсулы в день, принимал зеленый чай 3 раза в день, вот, и Флорамакс, ну, он и дальше продолжим принимать, ну, вот как бы 2 раза в день, 15 дней, потом через 15 дней опять повторы, и так это надо, как бы, да, в принципе, но здесь быстро восстановили, очень быстро. Принимал грейпфрутовую косточку, вот, и эфирные масла. Эфирные масла, крем козье масло, значит, на всю зону легких там это было, да. И использовали масло ладана, масло апельсина для холодных ингаляций. Вот человек очень быстро вышел из апатичного такого депрессивного состояния, нормализовался сон. И вот еще раз хочу подчеркнуть, насколько связана работа мозга с настройкой практически всех систем организма. Вот. Это не говорит о том, что он избавился от своих хронических заболеваний, но вот то тяжелое состояние, в котором был организм человека, перенесшего ковид, да, вот этот острый процесс, тяжелый процесс очень быстро удалось вот купировать, и не просто купировать, а привести вот в состояние прекрасной нервной системы, которая сказалась также на работе вот внутренних органов. То есть динамика скажите мне, Наталья, прошу прощения, скажите мне, пожалуйста, вот для тех, людей, которые смотрят прямой эфир впервые, конечно, для них непонятно. Флорамакс, там, расторопше может быть понятно, но хотя бы просто скажите, сначала вы провели очистку печенки, да, печени, правильно же? Да, конечно, но параллельно мы Флорамакс... Очистка пошла печени, затем пошло очистка лимфосистемы, правильно? Я понимаю? Да, естественно, конечно, конечно. Благодаря нашим вот этим продуктам, потому что названия непонятные могут быть для людей, поэтому нам надо вот это сказать. Сначала мы восстанавливаем печень. Да, ну вот я хочу сказать, да, что люди выписываются из больницы и, допустим, ну или дома болеют. И первое, что им рекомендуется, ну как бы официальной медициной, да, это работа с иммунной системой. Восстанавливайте иммунитет, пейте витамины и так далее.
здесь мы как бы основываясь на знаниях европейских специалистов, на знаниях ароматерапевтов, фитотерапевтов, как бы у нас многие как бы в компании врачи официальной медицины, которые хорошо знают продукцию. Это растительные все лекарственные препараты фитогруппы, да, то есть они реально сильные, они реально лечебные, это не просто витаминные комплексы. И вот основываясь на этих знаниях, мы всегда рекомендуем в начале восстановления, прежде чем воздействовать на иммунную систему, нужно восстановить состояние как бы того же желудочно-кишечного тракта, это печень, поджелудочная, желудок, разные отделы кишечника. Вот. И то есть мы работаем с этим, мы работаем с сосудами там, да, вот, там тоже идет определенная очистка, да, и выведение токсинов, потому что и те же вирусы, они разлагаются, и эти продукты распада тоже нужно вывести из организма. Плюс великолепный продукт Флорамакс, который необходим также для восстановления иммунной системы, это лактобактерии в капсулированном виде. 10 миллиардов в одной капсуле. Это по зарубежному сертификату, по российскому 5 миллиардов, потому что просто технические возможности не позволяют реальную цифру дать. Вот, поэтому и тем не менее, даже несмотря на такие сильные продукты, как ультразащита печени, которая, ну вот по нашим уже давнишним данным официальным, одна упаковочка равносильно 50 инъекциям эссенциалей, и тем не менее пропиваем далеко не одну упаковочку. И также вот Флорамакс рекомендовано несколько месяцев двухнедельными курсами такими. И только где-то на втором, на третьем месяце, в зависимости от ситуации, мы можем уже использовать иммуномодуляторы. Наташа, можно добавить? Да, конечно. Вот если мы коснулись ковида, как бы я себя тоже проверяла на биопульсаре после того, как переболела ковидом. И когда пропивала наши препараты, однозначно вот такие графики я тоже видела, когда были прямо органы некоторые на очень высоких энергиях, и потом они стали лучше. И были те, которые проверяли, сдавали обычные анализы в поликлинике, когда были плохие результаты по печени, и одна бутылка артишока показывала улучшение по анализам. Поэтому вот есть те всегда, которые не верят. Если вы не верите, сдайте анализы, пропейте артишок и сдайте еще раз. Посмотрите, и у вас будет уже перед глазами конкретный результат. Я думаю, нравится очень много. Еще я что хочу сказать, вот интересные такие вещи получала. Допустим, приходит человек, ну, тоже где-то через 2-3 недели после перенесенного заболевания. То есть уже выписали как выздоровевшего, да? И человек приходит, я перенес, садится на биопульсар, и когда мы доходим до легких, там заключение идет пневмония. То есть не перенесенная пневмония, а именно на данный момент еще остаточная пневмония есть. Вот можете себе представить, насколько точно работает этот прибор? Наталья, потому как вы болели заболеванием вот этим ковидом, как вы восстановились? Как я восстановилась? Да, сама как. Ну, изначально, как бы, когда острый период был, дома была, это бузина с экстрактом грейпфрутовой косточки при высочайшей температуре, да. Через 2 дня я уже поехала в нормальном, ну, в адекватном состоянии, сделала КТ, вот, показала пневмонию вирусную, я не сдавала ПЦР, мне оно не надо было, мне важно было легкие увидеть, как бы, да, и все. И дальше я что делала? То есть полностью меняла рацион питания, это обязательно, да, в сторону щелочных продуктов, больше зелени, точно убирала мясо, точно убирала молоко, это то, что касается питания, горячее питье все время. И из наших продуктов, конечно, это
Экстракт грейпфрутовых косточек бузина я сказала. Можжевеловый крем на область легких с эфирными маслами. И там широкий спектр, там я много чего могу перечислять. Это и купание среди лесов, это композиция «Дыши». Ингаляции, кстати, я делала горячие содовые с эфирными маслами 3 раза в день. Ну, и внутрь все, что там показано было. То есть у меня много шло. И Флорамакс, естественно, шел, и артишок Мы шел. восстанавливали кишечник и так далее. Да, конечно. То есть Наталья, тут на вопрос иммунную был систему. по Потом пошла лимфодренажу. черника. Угу. Наташенька, лимфодренаж, с какими маслами вы делали и как? Ну, как бы есть описание техники лимфодренажного массажа, я в интернете все это изучала. Ничего там сложного нет, там пальчики там устанавливаются, просто нужно знать последовательность, да. Да, занимает приличное время, но это ты делаешь дома, в спокойной обстановке, можно под расслабляющую музыку, можно сидя, можно лежа, это вообще не имеет значения, просто время нужно. Какие масла? Масла, я же говорю, я использовала, значит, кашля у меня не было, то есть вот этих вещей у меня вообще не было. Я использовала купание среди лесов, я использовала эвкалипт масло, я использовала чайное дерево, я использовала 33 травы, я использовала лимон и пихту. Я их чередовала, я не все сразу. То есть я брала там 2-3 масла, на следующий день другие 2-3 масла, и вот так чередовала. Температура вообще, я же говорю, быстро ушла, но она скакала какое-то время, потом она ушла окончательно. И внутрь, конечно, я пила нигенол, я пила 2 месяца 3 раза в день нигенол, я пила масло граната, я пила зеленый чай наш таблетированный. То есть на самом деле вот продукции внутренней я пила много, да. Но фиброз ушел быстро. Был фиброз обоих легких, он ушел быстро. Спасибо. Информацию вы можете получить и консультацию. Это в любом офисе, здесь вопрос задали, в любом офисе Вивасан вашего города. У вас есть, наверное, будут контактные телефоны. Вы свяжетесь со специалистом, который вас пригласил на этот эфир, и получите консультацию в вашем городе. Да, если есть новые люди, которые пришли к нам на эфир, если в Ростове это, то наш офис находится на Московской 63, это угол Семашко, офис Вивасан, 248. И можете записать мой контактный телефон. Я могу сейчас продиктовать. Если кому-то нужна моя консультация, и вот биопульсар, пожалуйста, 8 928 121 97 79. Ну и можно также заходить через нашу платформу Вивасан. Я думаю, Юля сейчас, она у нас главный специалист по этим вещам, она сейчас расскажет, как это сделать. Вопрос, можно вам еще? 2 вопроса. Да, конечно. Тут 2 вопроса именно вам, Наталья. Первый вопрос. А вот крест такой интересный на груди висит. Это что такое? Это я привезла из Италии. Это венецианское стекло. Это просто украшение. Нательный крестик, он нательный. Понятно. Он под одеждой носится. А это просто украшение. Это вот венецианское стекло. Ну, шикарно смотрится. И такой вопрос именно по теме сегодняшнего эфира. Вот если вы делаете измерения на биопульсаре и в аурах показывается все черное, все черное, нет никаких цветов, что это значит? Человек умер или готовится умирать? Нет. Здесь может быть разная ситуация, да. Вы Руки знаете, положены правильно, все у меня были такие случаи, вот именно у меня, с людьми, которые занимаются какими-то
Не то, что Теперь- практика, не то, что практиками, ну вот чем-то таким, знаете, эзотерическим. То есть было такое, Я да. ничем не Не- занимаюсь вообще, никакими практиками. Вы Ну, не скорее занимаетесь. всего, это депрессия А, сильная. Бывает еще, знаете, когда состояние кожных покровов вот определенное, не очень, скажем, правильное такое, да, вот, и человек ставит на датчики, и они вот выдают, то есть они по существу не реагируют. Но у нас для этих случаев есть гель специальный, да, контактный, то есть рука должна быть не пересушенная и не слишком влажная. Это тоже как бы важно, очень важно на момент исследования. Рука не Вот. пересушенная и не слишком влажная, но цветов на ауре нет. Ну, мне сложно сказать, почему так получилось у человека. А пробовали несколько раз в разные дни? Да, Да. Ну, не могу тогда сказать. У меня был Видел со в всеми практике вот такой биопульсарами реально случай с человеком, да, которая занималась непонятными какими-то практиками, я не знаю, типа черной магии, наверное, я не знаю. Ну вот и несколько раз вот так вот мы ей ставили, несколько дней, и у нее все время выходила черная, и графики вообще не шли, то есть не реагировал аппарат. Это еще раз говорит такое об было. энергетических потоках человека, понимаете? Это ж Да, организм он физиологически, он работает. Да, да. Это Здесь меридиан. может быть даже сильный стресс. Здесь может быть много причин разных, но это единичные случаи однозначно. Да, сильный стресс, он обычно показан, вот у меня сегодня в примере был там сильный стресс, прыгающие вот такие вот графики. То есть энергия органа в какой-то момент поднимается, он берет энергию из других смежных органов, рядом находящихся, но он не может дальше эту энергию удержать и падает. И когда таких графиков много, мы говорим, что организм находится сейчас в состоянии сильного, очень сильного стресса. Вот. Это на графиках Выпить отражается. стакан воды, как мы раньше в предыдущих показах. Здесь нужно отдохнуть, воздухом подышать и сделать еще это повтор. делаем. Давайте в следующий раз попросим Лидию Митрофановну показать этот замечательный график, и мы все Да. поймем, о чем мы говорим. Давайте в следующий Хорошо. раз, мы в следующий раз это сделаем. Ну да. А еще какие-то вопросы есть? Но прибор Ирочка, очень сотрудник чувствительный и понимает все, что с вами происходит. То есть вы с кем-то переговорили, понервничали, и у вас над головой что-то красное и страшное. То есть прибор именно показывает, как вы сейчас, в каком состоянии вы находитесь здесь и сейчас. Поэтому это, наверное, реально диагностика 21 века. Да, Ну, такие даже- интересные случаи из практики могу привести. Вот, допустим, доходим до зоны там кисть, да, кисть, вот ладонь, то есть это нижняя часть предплечья. И там такой вопрос, там же еще вопросы задаются, если есть повод задать вопросы. Эти вопросы тоже идут с головного сервера вены. И один из вопросов, не повреждали ли фаланги пальцев, там, да, что-то такое. И мне человек говорит, ой, я вспомнила, а у меня был сегодня там утром маникюр, и что-то там подрезали. То есть была травмирована, да, вот ногтевое ложе там где-то это. Аппараты на это реагируют. Пришел человек, дошли до зоны рта, начинаем исследовать. Там, значит, глотка, все в порядке, воспаления нет, ничего такого. В чем дело? Я единственное, что хочу сказать. Микрофон Что у меня отключен. И буквально через несколько дней человек отзванивается, говорит, я в командировке, к врачу не успел, специально вас набрал, я здесь в Питере с дикой зубной болью. То есть аппарат все это фиксирует. Были случаи, когда аппарат фиксировал вообще за несколько месяцев до момента обострения какого-то. И это тоже. То есть он дает возможность
зафиксировать какой-то процесс, ну, пускай воспалительный мы так назовем, да, и отработать это, да, предотвратить в дальнейшем это обострение, то есть оно не случится, оно не произойдет, если человек предпримет какие-то меры к восстановлению здоровья. Ну, Наталья, я хочу дополнить. Самое главное, прибор биопульсар видит заболевание органа за 2-3 недели до проявления болезни. Это очень-очень важно, потому что мы идем к врачу уже тогда, когда наступила болезнь органа. А мы можем это предотвратить. Вот в чем диагностика 21 века. Ну, дело в том, что у нас люди ориентируются на болевые какие-то синдромы, там в основном заболела, значит болит, не болит у меня ничего, значит все в порядке. А на самом деле боль фиксируется, когда уже организм, там орган какой-то уже просто караул кричит. То есть болезнь, она нарастает постепенно. Самое интересное, получается, у меня было несколько клиентов, которые приходили абсолютно с нормальными обследованиями и УЗИ, и биохимии крови, и клиники крови. А говорит, я очень плохо себя чувствую. Вы понимаете, вы поймите меня. Я говорю, ну, присаживайтесь на прибор. Человек сел за прибор, конечно, там очень серьезные изменения были во многих органах. О чем это говорит? А говорит особая чувствительность нашего прибора, потому что это идет энергетический уровень работы органов. Вот в этом суть нашего прибора, его особенность, которую мы использовать должны для того, чтобы быть здоровыми. Вот. И что еще можно сказать? Еще, может быть, кто-то что-то дополнит, но я так думаю, что Юлечка нам сейчас скажет, как там, где нас найти. Сейчас я покажу, да, пока у меня в очередной раз интернет меня не покинул. Если вы смотрите трансляцию в социальных сетях, ставьте, пожалуйста, нам лайки, можете делать репосты на своей странице, если вы хотите подарить кому-то часть какой-то здоровья. Если у вас есть вопросы, пишите всегда в комментариях. И даже просто обычным лайком в комментариях мы тоже рады. Это для наших лекторов, которые всегда рассказывают что-то интересное. И если вы смотрите на вот этом сайте Vivasan Online, если вы видите вот такую табличку под видео, вам интересно узнать, как пройти диагностику, в каком городе ваши есть представители. Если вы хотите, как узнать, восстановиться после ковида и многие другие вопросы, вы всегда можете задать человеку, который вас пригласил. Для этого вы оставляете заявку, пишите фамилию, имя, отчество, пишите номер телефона. Если вы из России, пишите +7 900 и далее ваш номер. Здесь вы еще можете указать, если у вас есть WhatsApp, Viber или Telegram. То есть нажав на вот эти кнопочки, чтобы было видно, как с вами можно еще связаться. И электронная почта. Пожалуйста, проверяйте, чтобы не было никаких ошибок. Затем ставите вот здесь галочку «Я даю согласие» и нажимаете «Отправить». В правом нижнем углу вот здесь будет фотография. То есть вы увидите, кто вас пригласил и с кем вы сможете побеседовать. И можете ожидать уже после отправленной заявки, что вам позвонят или напишут. Поэтому мы всегда рады беседовать со всеми, всегда рады подарить здоровье. Поэтому заполняйте прямо сейчас, не откладывайте это на потом, потому что вы можете забыть. А здоровье вам нужно сегодня и сейчас. Спасибо большое Лидии Митрофановне, Наталье. Это был Воронеж и Ростов, которые поделились важной информацией о диагностике 21 века. Спасибо большое. Спасибо. До свидания. Спасибо, Юля. До свидания всем и здоровья.